Блин, мания поездки на метро ведет нас к парадоксам. Вот Горьковская, где мы сейчас, вот парк Швейцарии, куда мы хотим. И можно дойти пешком. Но, и потому что очень хочется покататься на местном метро, мы поедем на Пролетарскую, например, вот сюда, и через мост в парк Швейцария. То есть парадоксально и бредово, но только лишь бы покататься на метре. Кроме того, пока помню, не только Чкаловская и Горьковская совпадают с названиями питерского метро. Еще Московская, да, где-то здесь есть? Да. Тоже есть в Питере. Пролетарская тоже есть в Питере. Не Кировская, но Кировский завод есть. Вот как-то так. Московский вокзал в принципе тоже есть. Вот как-то так. Так, дорогие товарищи, через дорогу от метро у нас главное управление МВД в Нижегородской области. Ну и подходим к метро. В отличие от питерского, его значок на московский манер красный и такими ровными линиями, а у нас изогнутый. Ну и, собственно, вот она, Горьковская. Пошли. Да, запах как в гараже такой. Не отвратительный, просто такой пыльный и, может быть, маслом пахнет. Народу подозрительно мало. У нас намного больше людей. Ну вот и вход другой, и жетоны почему-то с дыркой по центру. Такого еще не было. А, видимо, чтобы отличались от московских. Хрен знает. Уважаемые пассажиры, при выходе из вагона не забывайте свои вещи. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – двигатель революции. Двигатель революции. Осторожно, двери закрываются. Ну, в общем, от метро такие интересные впечатления. Вроде вагоны как у нас, но без рекламы. И двери на станциях намного быстрее открываются и закрываются. Потом стоимость здесь 28, у нас 45. И там у нас жетоны без дырочек. Сами станции, вот ты как будто попадаешь в другую параллельную реальность или в сон в какой-то, потому что станции названия такие же, как наши, но в другой очередности и по-другому выглядят. Да, станции действительно достаточно простые, без особых украшательств, но все равно похожи на наши, таким а-ля под мрамор, там, под камень декором. А самое главное, что здесь вход в метро просто как в подземный переход. А у нас это целое сооружение, целое здание. Более такое торжественно-монолитное. Поэтому метро особо и незаметно здесь. Мы привыкли, что очень хорошо видно
Да и народ так в него не ныряет. У нас прямо все люди всей толпой идут к метро, а здесь этого незаметно, как будто метро не основной транспорт. Как не уняться. Кроме того, у нас в самом метро и рядом с ним сконцентрирована огромная торговля. Вот здесь выходишь из метро и нету сразу каких-то там, как минимум, цветы, там, газеты, все что угодно, продукты элементарные, там, шаверма. Здесь как ты выходишь, все, ты на перекрестке. И уже бы вот здесь на лестнице сидели какие-нибудь бабушки, торговали бы цветами. Или просили денег. Или просили бы денег, да. А вот здесь бы были какие-нибудь ларьки. А здесь просто вот дом и двор, и все. Вот здесь бы была какая-нибудь коммерция. Удивительно. Ну вот отдельное здание метро Горьковское. Выглядит симпатично. Ничуть не уступает нашему питерскому. Только наше такое круглое, как летающая тарелка.